Добрый день. В эфире Севильнет, программа «Линия соприкосновения. Актуальная тема», которая поочередно выходит на каналах Пресс Клаб ТВ и Севильнет. Сегодня мы обсудим тему, как будет выглядеть политика ЕС и США в отношении Южного Кавказа в свете противоречий между ними, проявившихся в Мюнхене. В гостях политолог из Еревана и глава Центра изучения политики и безопасности Арек Кочинян. Приветствую вас, Арек. И директор Бакинского аналитического центра имени Топчубашева Русиф Гусейнов. Приветствую вас, Русиф. Неделю назад разговор был на тему идентичности, как война изменила и меняет идентичность армянского и азербайджанского народов. Теперь мы обсудим влияние внешних факторов на динамику армяно-азербайджанского урегулирования. Я напомню, что программа подготовлена при взаимодействии с ереванским и бакинским пресс-клубами. Напоминаем также, что вы можете поддержать нашу работу подпиской на YouTube-канал Севильнет, лайками и комментариями. Если вы цените независимую журналистику и хотите поддержать нас, приглашаем присоединиться к сообществу доноров Севильнет. Сделать пожертвование можно на сайте civilnet.am через кнопку «Donate». Начинаем программу. Итак, господа, вы знаете, мы все были свидетелями того, как вот эти противоречия явно проявились на Мюнхенской конференции безопасности, когда выступил особенно вице-президент США Ди Венс, и он четко, можно сказать, провел эту линию по разные баррикады, можно сказать, или по разные стороны этой линии встали, с одной стороны, европейские лидеры, с другой стороны, США и его лидеры. Скажите, пожалуйста, как различия в подходах ЕС и США, выявленные на Мюнхенской конференции, могут повлиять на процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном? Вот на украинском треке мы это уже явно видим. А вот как это повлияет на армяно-азербайджанское урегулирование? Русиф, вам слово. Аршалу, спасибо за приглашение на этот телемост. Я смотрю выпуски этой серии, мне нравится эта инициатива. Насчет вашего вопроса, вообще этой темы, которую вы подняли, спич Джей Ди Венса и так далее. То, что мы наблюдаем с момента прихода Дональда Трампа к власти или даже раньше, то, что мы слышим от вице-президента Венса и госсекретаря Марко Рубио, сигнализирует об исторических переменах и дает нам понять, что, как американцы обычно говорят, business will not be as usual. Дела не будут продолжаться как обычно. По крайней мере, между ЕС и США. Я бы расценил это как развод мужа и жены. И то, что когда мы называли коллективным Западом, уже, наверное, уже не существует. И поэтому, так как уже нет коллективного Запада, ждать какой-то координации усилий ЕС и США маловероятен. Насчет нашего мирного процесса, этот трек между Азербайджаном и Арменией уже более года носит двусторонний характер. Вот поэтому и я, и некоторые другие представители экспертного сообщества в Баку не видят, честно говоря, никакой сейчас специфической роли ни ЕС, ни США в процессе урегулирования между Баку и Ереваном. Наоборот, присутствие миссии наблюдателей Европейского Союза на армянской территории сейчас рассматривается в Баку, вы об этом тоже знаете, как одно из препятствий для мирного соглашения. Хорошо, спасибо, Русиф. Арек, вам слово. Как эти противоречия могут повлиять на армяно-азербайджанское урегулирование, с вашей точки зрения? Во-первых, я тоже благодарю за возможность данного телемоста и за возможность участия в нем. Теперь насчет вопроса. По первой части не соглашусь с коллегой. Я бы назвал этот развод между США и Европой, вот этот термин, он, по-моему, слишком уж это самое преждевременный. Ни США, ни одна из стран Европы пока что не выходит из НАТО. Торговый оборот между Европой и США
он один из лидирующих, если не лидирующий в мире. У одного президента США есть некоторые, скажем так, очень специфические представления об интересах, в основном, причем о soft power интересах Соединенных Штатов. Это пока что не означает развод между Европой и Соединенными Штатами. Плюс США нужен вот этот формат коллективного Запада в его противостоянии с Китаем, и об этом они неоднократно говорили. То есть весь смысл, на мой взгляд, действий Соединенных Штатов состоит в том, чтобы как можно скорее закончить вопрос безопасности Европы, безопасности Украины, российско-украинского конфликта и сосредоточиться вместе со своими союзниками на тихоокеанской безопасности, на противостоянии с Китаем. Причем вот о роли Европы как союзника США в противостоянии США против Китая говорят, в общем-то, все те институты, которые так или иначе симпатизируют, скажем так, Трампу. Вот те think-танки, которые в Вашингтоне так или иначе называют нетрадиционными, скажем так, потому что эта администрация Трампа работает с несколько другими людьми, скажем так, в аналитическом сообществе, чем это было принято до этого у республиканцев. Республиканцы в основном, например, работали с Atlantic Council и другими. Это вот на глобальную тематику. Второй момент. Если позиции США и Европейского Союза не совпадают по Украине, по-моему, это еще не означает, что они не совпадают по ряду других вопросов. Вот та же идея Трампа, например, о том, что вот нужно работать с Саудовской Аравией в случае несоглашения России на мирный процесс, нужно работать с Саудовской Аравией и с другими странами залива над тем, чтобы снизить цены на энергоносители. Я думаю, в Европе на это очень радостно отреагируют, будут с этим довольно-таки согласны. То же самое, например, вот вопрос с Сирии, в общем-то, там тоже мы не видим особых различий между позициями европейских стран и Соединенных Штатов. Ну вот, например, по израило-палестинскому конфликту там есть различия, опять-таки. Соединенные Штаты намного более радикально сейчас рассматривают вопрос Газы, палестинской автономии, чем это делают европейские страны. То есть вопросы, по которым их позиции совпадают, есть по которым эти позиции не совпадают, и их разногласия еще и углубляются. По нашему вопросу, по армяно-азербайджанскому вопросу, на мой взгляд, пока еще рано говорить, есть ли противоречия среди сторонами или этого противоречия нет. Пока что было несколько таких контактов, скажем так, или мероприятий, из которых мы можем попытаться понять, что из себя представляет позиция этой администрации. Рубио в своем телефонном звонке с Фиданом использовал вот два слова, которые очень позитивно были восприняты в Ереване. Это долгосрочный и достойный мир. К слову, эти два слова, они использованы в армяно-американской хартии по стратегическому партнерству. Вот именно эти два слова, они там встречаются. Плюс к тому же вот телефонный разговор Пашиняна-Трампа, встреча Пашиняна и вице-президента. То есть некоторые такие сигналы о том, что позиция США не поменяется на Южном Кавказе, мы видим, но опять-таки об этом слишком рано рассуждать. Я соглашусь с коллегой в вопросе того, что вот, в общем-то, никакого присутствия западного, будь то американского или европейского, именно по переговорному процессу сейчас нет, потому что переговорный процесс, он двусторонний. На мой взгляд, за последние 2 года переговорный процесс идет достаточно активно. Это 3 вопроса в основном. Вопрос делимитации, демаркации, вопрос мирного договора и вопрос коммуникации. Там эти разные вопросы, там разный темп. Об этом, я уверен, мы еще успеем поговорить. Но наряду с этим у Запада все-таки есть присутствие, и в Ереване это присутствие воспринимается как присутствие гарантии или присутствие безопасности. То есть Запад не сидит за столом переговоров, но Запад присутствует в регионе. Это и именно американское политическое присутствие, и европейское присутствие на земле, которое гарантирует некоторый уровень стабильности в нашем регионе, что, в общем-то, очень важно для Еревана.
Хорошо, спасибо. Все-таки со слова Орега можно сделать вывод, что существующие противоречия между ЕС и США это не говорят о каком-то стратегическом и глубоком изменении внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов по всем направлениям, а это тактические какие-то противоречия, которые существуют по отношению к Украине, касательно каким-то другим трекам, но не политики в целом. Но все-таки, если существующие острые противоречия и по торговле, и по Украине, и по другим трекам, если они проявятся все-таки на армяно-азербайджанском треке тоже, или Трамп не будет так сильно вовлекаться в этот процесс, не сделает из этого процесса свою собственную историю, как сейчас делает процесс Украины, касательно Украины, со своей собственной историей. Это является вообще его предвыборным обещанием поставить конец войне. Да? Если всего этого не будет, как армянские и азербайджанские стороны будут воспринимать эти различия в политике ЕС и США, и каким образом это будет влиять на их дипломатические стратегии? Русиф, вам слово. Да, немного личной истории. Я помню, как, будучи студентом бакалавриата в середине нулевых, я посвятил свою дипломную работу западной интеграции Азербайджана. И потому что доминирующим дискурсом в то время в нашем обществе была именно это слово, магическое слово интеграция. Наша концепция национальной безопасности 2007 года ставит интеграцию в евроатлантическое пространство в качестве одного из приоритетов. Но 2008 год стал решающим и переломным моментом, по крайней мере, для Баку. И видев, что Грузия с ее прозападной политикой стоит одна перед лицом большой России, власти в Баку перешли в то, что обычно называют политикой балансирования, а мне очень нравится термин equidistance, равную удаленность, как и от Запада, так и от евразийских структур. Политика перезагрузки Обамы в отношении России показала, насколько прав был Азербайджан, не слишком полагаясь на Запад, который никогда не мог обещать жестких гарантий безопасности. Еще одна личная история. 2023 год, в январе или феврале, не помню уже, но я разговаривал с одним немецким дипломатом, который требовал от Азербайджана выбрать сторону между Западом и Россией. Это было странно, потому что в то время сама Германия колебалась, отправлять ли танки «Леопард» в Украину или нет. Вот почему Азербайджан, в отличие от Грузии, Молдовы или Украины, никогда не пыталась раздражать Кремль, преследуя какие-то призрачные фантомные мечты, такие как членство в НАТО. Прежде всего, мы знали, что никто там нас же не ждет, никто там не даст нам или этим странам такой привилегий. Плюс Россия никогда не приняла бы такой сценарий, и мы видим, как это на практике сейчас проявляется на Украине. Да. Да, правильно. И мы всегда понимали, что в какой-то момент западные страны могут легко использовать эти страны в качестве разменной монеты для нормализации отношений с Москвой. Поэтому мы также решили не связывать себя с евразийскими структурами, как это сделала Армения в свое время. Вместо этого Азербайджан полагался на собственные финансовые ресурсы, модернизировал свои вооруженные силы по стандартам НАТО, не будучи государственным членом. В этом контексте, потому что Мюнхенская речь Венса столь же историчная, как и речь Путина в 2007 году в том же городе. Потому что не с точки зрения содержания, но с точки зрения возвещения перемен в мировом порядке, по крайней мере, в европейском порядке. Я подозреваю, что мы сейчас выступаем в эпоху неопределенности, которая может означать нестабильность и хаос в разных частях мира.
одно из предсказаний насчет нашего региона заключается в том, что американцы могут принять постсоветское пространство как сферу интересов России. В этом случае нам придется столкнуться с более напористой Россией, которая возвращается после пару лет отсутствия. Возможно, отсутствие даже не совсем правильный термин, потому что Россия вообще не уходила, но, однако, то, что присутствие Кремля во время войны в Украине стало совсем слабым, это факт. В этом случае Азербайджан имеет, по моему мнению, вы можете не согласиться, самое большое преимущество среди стран Южного Кавказа. У нас нет российского военного присутствия на своей территории. Мы не зависим экономически от России. Между Алиевым и Путиным существуют определенные отношения позитивные, которые иногда могут преодолеть институциональные проблемы. И, вероятно, самое важное, у Азербайджана имеется зонтик безопасности под названием Турция, который Баку может использовать для противодействия влиянию России, и не только России, но и Ирана тоже. Поэтому для Баку наиболее релевантным сценарием было бы увеличение роли Турции в этом регионе. То есть, суммируя, мы имеем преимущество, потому что у нас есть Турция, но, к сожалению, для Армении и Грузии у вас нет Турции. Да, у нас есть Турция, просто он наш сосед. Вот такой Турции, как союзника, Турции, образно говоря, я имею в виду, союзника нету. Хорошо, Арек, вам слово, тот же самый вопрос. Как внешнеполитическая стратегия Армении должна адаптироваться к этим изменениям, если эти изменения действительно проявятся и вот в армяно-азербайджанском треке? Ну, во-первых, я продолжу там, где коллега остановился. Почему же не согласиться? Я с этим однозначно соглашусь, что Азербайджан среди трех южнокавказских стран – это самая самодостаточная, самая суверенная страна. У нее полно ресурсов в вопросе противодействия российским интересам, в отличие от той же Грузии, от того, что той же Армении. Но у Армении есть одно преимущество – у нас нет границы с Российской Федерацией, в отличие от Азербайджана и Грузии. Да, это, наверное, единственный плюс географии Армении, что вот у Армении нет общей границы с Российской Федерацией. Это первый момент. Второй момент. Вы знаете, я обобщу ответ на ваш вопрос, потому что действия Армении, вне зависимости от того, будет ли раскол в позициях США и Европы, будет ли Европа и США, будут ли Европа и США продолжать свою работу на Южном Кавказе или нет, я думаю, действия Армении, они во всех этих сценариях одни и те же. А какие это действия? Это действия нормализации отношений с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией. Вот вчера буквально премьер-министр сделал заявление, на мой взгляд, очень важное заявление. Он уже начал процесс смены стратегии национальной безопасности. Вы, коллеги, знаете, что вот предыдущая стратегия национальной безопасности, она включала в себя несколько пунктов по Нагорно-Карабахской тематике, в том числе и пункт о том, что Армения является гарантом безопасности Нагорно-Карабахской республики. Вот смена, изменения в национальной стратегии безопасности – это довольно-таки важный шаг со стороны Еревана, на мой взгляд. Также премьер-министр коснулся тематики Конституции. Я пока что не буду углубляться в эту тему, потому что я не очень понимаю, что мы сейчас будем делать, потому что очень разные такие месседжи приходят от правительства, и от Конституционного суда, и от юристов в Армении. То есть понять довольно-таки сложно, какой будет следующий шаг в этом вопросе. Но то, что будут изменения в Конституции, либо мы вообще примем совершенно новую Конституцию, что будет означать Четвертую Республику. То есть это будет уже не та страна, это уже будет другая страна. Насколько я понял по этому вопросу, премьер-министр хотел открыть дебаты в стране, хотел открыть этот вопрос для обсуждения в стране. И вот это заявление, оно показывает именно то направление, в которое Армения будет продолжать работать. Это работа по нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Вы знаете, что еще в ноябре Армения отправила новый пакет по предложениям и по мирному договору, и по вопросу коммуникаций. Новый пакет был отправлен в ноябре. Я так понимаю, в Ереване ждут ответа официального Баку по этому пакету вопросов. То есть это продолжение региональной политики, это продолжение нормализации отношений.
Хорошо, понятно. Можно один момент? Да, да, Можно конечно. один момент? Конечно. Олег, он рассказал про изменения в концепции национальной безопасности Армении. Я тоже упомянул нашу концепцию национальной безопасности от 2007 года, в которой интеграция в евроатлантическое пространство является одним из приоритетов. Кстати, мы это тоже не обновляли. Поэтому сейчас у нас тоже идет вот дискуссия, что уже уже почти 20 лет, да, получается, и уже вот этот момент не является для Азербайджана приоритетом. Мы тоже должны обновить вот нашу концепцию национальной безопасности. В этом плане довольно гибким являются, наверное, США. С приходом каждого президента меняется и концепция национальной безопасности. Туда входят его внешнеполитические приоритеты и то, что он будет делать, на какие регионы будет обращать внимание, с какими регионами работать, где что делать. А у нас, особенно в таких относительно маленьких государствах, как Армения и Азербайджан, принимать такую концепцию национальной безопасности и сейчас в таком быстро меняющемся мире и как бы на камне написать какие-то скрижалями какие-то буквы и какие-то мысли и придерживаться этих букв было бы неплохо, но все-таки во многих вопросах эти государства являются не самодостаточными. Они являются, к сожалению, не ведущими, а ведомыми. Поэтому так себе, так скажем, инициатива иметь вот такие четко выверенные какие-то постулаты. Опять, было бы неплохо, но все-таки они поддаются каким-то факторам извне. Хорошо. Русиф говорил про фактор Турции и про фактор России. Сейчас поговорим об этом более подробно. Могут ли противоречия вот эти между ЕС и США привести к тому, привести к увеличению, к усилению влияния других международных игроков в этом плане, таких как Россия и Турция, в процессе армяно-азербайджанского урегулирования? Русиф, вам слово. Да, спасибо. В целом, как я уже сказал, нужно ожидать усиления роли региональных держав России, Ирана и Турции на Южном в Кавказе в ближайшие годы, если американцы действительно продолжат отстраняться от нашего региона или сокращать свое присутствие здесь. Я не утверждаю, что Южный Кавказ был приоритетным регионом для американских администраций до второго президентства Дональда Трампа, однако есть два нюанса, по крайней мере, которые сейчас я вспомнил. Во-первых, был большой интерес и внимание со стороны американских политиков к нашему региону благодаря азербайджанским энергоносителям и ключевой роли Азербайджана для американских военных во время афганской кампании. Потом, во время правления Буша, Грузия стала релевантной страной для американских интересов, и ЕС тоже. В период Байдена мы видели, как возросла значимость Армении для Вашингтона. Второй момент. Даже без полного присутствия американский фактор все еще был, может быть, все еще является своего рода сдерживающим фактором для многих региональных держав по всему миру. Сейчас уход американцев создаст вакуум, который могут заполнить некоторые другие акторы, в первую очередь наши соседние державы. Но эти три страны не могут в полной мере взять на себя ту роль, которую раньше играли, например, USAID или другие американские институты. Кто будет компенсировать этот уход? Европа тоже может оказаться не готова, не в силе компенсировать вот эту потерю. Что касается процесса урегулирования между Азербайджаном и Арменией, я почти уверен, что политическое руководство в Баку попытается придерживаться двустороннего характера переговоров, потому что все-таки имеется какой-то прогресс. Без этих медиаторов в двустороннем порядке у нас уже есть какие-то success stories, да, скажем так. Зачем усложнять? Я это говорю как эксперт из Баку. Зачем усложнять процесс? Наш трек
допуская других геополитических игроков, которые придут со своими повестками дня. Возможно, в какой-то момент Турция может подключиться и стать частью переговоров только потому, что нормализация между Анкарой и Ереваном также в очень большой степени зависит и от воли Баку. Хорошо, Арек, вам слово. Может ли это Если вы заметили, здесь у нас, конкретизация коллега, России и есть Турции? полное совпадение мнений, то есть то, что переговорный процесс идет на двусторонней основе, это факт свершившийся, это факт, в общем-то, сейчас в этом мире неплохой. И хорошо бы, чтобы этот процесс продолжался. В этом смысле еще раз хотел бы поставить, значит, ударение факт того, что вот в ноябре еще Армения послала последний пакет предложений, до сих пор ждем ответов. Будем надеяться, что дождемся. Теперь насчет региональных игроков. Я полностью согласен с тем мнением, что выход США из ряда регионов создает вакуумы, не один вакуум, а вакуумы. Это можно назвать межрегиональным вакуумом или мультирегиональным вакуумом. Во всем мире сейчас создаются вот эти вакуумы политического влияния, и они очень быстро будут заполняться. Причем будут заполняться еще одним актором, про которого вы, коллеги, не упомянули, это Китай. И Китай будет заполнять вакуум на Южном Кавказе. Вот я бы хотел напомнить, что недавно Азербайджан подписал стратегическое партнерство с Китаем. Грузия сделала то же самое. Китай, по-моему, сейчас на первом месте по своим финансовым вкладам именно в инфраструктуру и в Грузии, и в Азербайджане. Если я ошибаюсь насчет Азербайджана, пожалуйста, Русик, поправь меня. То есть Китай очень быстро играет в этом вопросе, и не только на Южном Кавказе, и в Африке, и на Ближнем Востоке, и в Тихоокеанском регионе. То есть это становится центром силы, если уже не установился такой центр силы. По Турции совершенно согласен, что влияние Турции на Южном Кавказе будет увеличиваться, тем более после того, что произошло в Сирии. В Сирии, в общем-то, мы увидели триумф турецкой позиции, то есть Турция, она просто одна сама по себе разгромила и Иран, и Россию, и сейчас на Ближнем Востоке становится ситуация, где две страны, в общем-то, решают в основном вопросы. Это Турция и Израиль. И в этом смысле, если мы смотрим на Южный Кавказ как на часть большого Ближнего Востока, то не только роль Турции, но и роль Израиля будет увеличиваться в нашем регионе. Наряду с этим, с Ираном довольно-таки интересная история. Да, Иран очень сильно проиграл в Сирии и в Ливане. И это создает два возможных сценария. С одной стороны, это заставит Иран сосредоточить свои ресурсы на своей собственной безопасности и противодействовать максимальному давлению со стороны Израиля и США. Но с другой стороны, это, возможно, и увеличит активность Ирана на нашем регионе. Потому что если раньше таким ключевым регионом для Ирана все-таки являлся Ливан, то есть Сирия-Ливан, то сейчас, возможно, будут такие изменения. Это насчет Ирана. Теперь насчет России. С Россией самый большой вопрос на самом деле. С одной стороны, так или иначе, как только закончится украинский конфликт, у России освободится огромное количество политической энергии, ресурсов, воли, времени, чтобы увеличить свое Военной в том присутствие. числе, кстати. Военной в том числе. И ВКП, да, тоже, потому что работает, производит вооружение тоже. Так быстро это остановить не получится, махать Да, да. военного производства. Но наряду с этим, товарищи, Россия потеряла огромное количество живой силы, ресурсов, экономических мощностей. И чтобы прийти в себя, России будет нужно еще достаточно долгое время. То есть фактор России, он такой двуякий. С одной стороны, да, окончание конфликта будет означать, однозначно будет означать усиление России на Южном Кавказе, но я не уверен, что это будет означать возвращение хотя бы до военному присутствию России на Южном Кавказе, потому что Россия будет еще не в себе, скажем так, долгое время, достаточно долгое время после окончания украинской войны. Я это хотел сказать. Китай, Турция, Израиль, Россия, Иран. Те ключевые игроки, которые так или иначе в каком-то проценте, в каком-то количестве попытаются заполнить в случае того, если США будут прям резко уж выходить из Южного Кавказа, образовавшийся вакуум.
Можно ли на Южном Кавказе Европейский Союз считать отдельной и самодостаточной единицей, геополитическим игроком, который в том числе сможет или попытается заполнить тот вакуум, если отсюда тоже уйдут США, или нет? Руси, вам слово. И да, и нет. Да, потому что ЕС очень сильно сейчас выглядит ослабленным на фоне вот то, что я назвал разводом, потому что даже вот на переговоры по Украине не пригласили никого из европейских лидеров. Но с другой стороны, я думаю, что и ЕС в целом, и некоторые европейские страны, как Франция, будут инвестировать в основном в Армению, потому что у них уже есть вот миссия в Армении. И, наверное, скорее всего, они постараются, особенно после потери Грузии, сделать Армению новым success story для вот западной политики на этом регионе. Арек, вам слово. Да, ответ будет тот тем же самым и да, и нет. И это в большей степени, на мой взгляд, будет зависеть от Турции. Потому что, как коллега уже сказал, потеря Грузии, на мой взгляд, это уже, в общем-то, в некоторой степени факт. А Армении нужна связь с Европейским Союзом для углубления своих экономических, политических, даже военных. Сами выбирайте, да, тематику связи. Нужна связь. Если эта связь не проходит через Грузию, эта связь должна проходить через Турцию. И связь через Турцию, она намного более эффективная, она намного более secure, она намного более Безопасно? безопасная. Да, она намного более безопасная и намного более эффективная, потому что в таком случае можно в Ереване груз поставить на железную дорогу, этот груз дойдет до Берлина или до Парижа через Турцию. А в случае с Грузией там нужно менять средства транспорта. То есть там нужно сначала это поезд, потом корабль, потом снова поезд. Это все, конечно же, затраты. Мультимодальная, да. Да, то есть для Армении и для Европы самый эффективный путь, самая эффективная связь между собой – это, конечно же, Турция. Что, в свою очередь, возвращает нас к первоочередной нашей задаче, к нормализации отношений между Турцией и Арменией и Азербайджаном. Я совершенно ясно это представляю, что вот на сей момент нормализация между Арменией и Турцией стоит на месте исключительно по одному требованию, по одному вопросу, это отсутствие зеленого света, скажем так, из Баку. Вот как только этот зеленый свет из Баку будет, в общем-то, сразу же будет достаточно серьезная домашняя работа там сделана, сразу же мы достигнем некоторого уровня нормализации, граница откроется, инфраструктура начнет работать. Что, в свою очередь, приводит нас к нашим, скажем так, вопросам. У нас три тематики. Это вот делимитация, демаркация, первый вопрос. Второй вопрос – это мирный договор. И третий вопрос – это коммуникации. По первому вопросу, наверное, больше всего работы было сделано и больше всего success, больше всего результатов мы видим. Это вопрос делимитации, демаркации. У нас уже есть устав работы комиссии, есть уже методология, есть понятие последовательности действий, то есть уже есть договор, что вот мы сейчас начинаем с границы трех стран, то есть Армения, Грузия, Азербайджан, и постепенно процесс делимитации, демаркации идет на юг вот с этой точки. То есть, в общем-то, методология работы, она понятна, осталось именно работу продолжить после первого эпизода делимитации демаркации. По второму вопросу у нас мирный договор не подписывается по двум пунктам, из-за двух пунктов, скажем так. Причем обе стороны, в общем-то, эту тему уже рассекретили, уже объявили об этом. Первый вопрос – это вот некоторые несогласия по тематике остановления дипломатических войн и судебных тяжеб против друг друга в третьих инстанциях. Там продолжают оставаться некоторые разногласия по этому вопросу. И второй вопрос – это присутствие третьих стран или сил третьих стран, значит, на армяно-азербайджанской границе. И опять-таки, как я сказал, вот по обеим пунктам Армения отправила свои новые предложения Азербайджану еще в ноябре. И, наконец, третий пакет, наверное, самый проблематичный на данный момент, это пакет коммуникаций. Там
довольно-таки явные есть противоречия. С одной стороны, Азербайджан, как это мы видим в Армении, требует довольно-таки специфическое представление о беспрепятственности, то есть вот слово «беспрепятственный» в Азербайджане понимают, что вот азербайджанец должен сесть в машину или в поезд, пройти через Армению, нигде не останавливаться, никаких преград, там, таможня, паспортный контроль, ничего такого перед собой не видеть и поехать на Хичеван и обратно. Мы это слово воспринимаем не так. Беспрепятственное движение должно проходить через законодательство и через юрисдикцию стран, через которую эта дорога проходит. Беспрепятственный подразумевает некоторые там незаконные или нелогичные требования вот со стороны этой страны. И мы готовы с этим работать. Армения, в общем-то, уже не раз заявляла, что готова максимально легкий и транспарентный режим, вот, прозрачный режим создать для таможенного и паспортного контроля. Там было несколько предложений по этому вопросу. И, наконец, второй момент вот того же вопроса – это присутствие сил безопасности, третьих сил безопасности, скажем так. Но здесь очень важно запомнить, как именно этот пункт был написан в заявлении от 9 ноября. Русские были и на Лачинском коридоре, и представляли себе эту ситуацию, что они будут сидеть и на дороге в Мехри. Вот они говорили, вот так как мы и там, мы вот будем контролировать все, значит, передвижения. Мы на 2 часа откроем для азербайджанцев дорогу через Мехри, потом на 3 часа откроем для армян через Лачин. Но вот вся эта ситуация, она больше не существует. Русских нет в Лачине, русских нет в Карабахе, и русских все меньше и меньше, скажем так, в Мехри. Потому что это один из аргументов, в основном, почему безопасность этой дороги должны гарантировать российские спецслужбы, потому что они уже там. Но мы видим, что вот в прошлом году русский контингент вышел из КПП армяно-иранского Мехри, а до конца этого года довольно-таки амбициозная цель поставлена дойти до уровня 50 на 50. Если вот еще в 2024 году вся армяно-иранская граница контролировалась только российскими пограничниками, то сейчас уже принято решение того, что вот там будут присутствовать еще и армянские пограничники, и до конца этого года мы дойдем до цифры 50 на 50. На мой взгляд, в следующем году эта цифра российского присутствия там будет только уменьшаться. То есть русских не будет в Мехри. То, на мой взгляд, еще и вычеркивает из вопроса вот, присутствие российских каких-то спецслужб на этой дороге. Их нет в Лачине и их не будет в Мехри. И наряду с этим есть еще и предложение армянской стороны насчет перекрестка мира. На мой взгляд, вот эти две идеи, дорога через Мехри и перекресток мира, они никак не конкурируют между собой, они никак не противоставляются между собой, потому что дорога через Мехри, она присутствует в проекте армянском перекресток мира. Армения готова начинать именно с дороги через Мехри, если у нас получится договориться по принципиальным вопросам. Хорошо, спасибо. По тому же вопросу, Русиф, да, по всем трекам армяно-азербайджанского урегулирования. Чуть-чуть добавлю вопрос, потом Арек тоже прокомментирует, и на этом завершим нашу дискуссию. Смотрите, вы сказали про то, что в принципе армяно-азербайджанский трек, переговорный трек сейчас двухсторонний, и этот трек не нужно нарушать, какими бы ни были внешнеполитические факторы, влияющие или не влияющие на этот фактор. Но мы понимаем, как Армения и Азербайджан пришли к этому треку. Да? Сначала в России шли переговоры, потом в Брюсселе, потом в Вашингтоне, а сейчас уже, можно сказать, с западной площадки стороны подвинулись или передвинулись в сторону двусторонних переговоров. Если вот этих западных площадок не будет, или если не будет западных глаз, которые будут смотреть на этот переговорный процесс, да, он таким же останется, или же это будет как-то, этот трек даст слабину в этом плане? Вам слово, Русиф. Да, я постараюсь не повторять то, что уже Арек рассказал. Он очень вкратце объяснил, что происходит сейчас между Азербайджаном и Арменией. Я бы хотел поднять некоторые другие нюансы. Я очень хорошо понимаю обеспокоенность армянской стороны, которая чувствует себя уязвимой после войны 2020 года, пытается перевести какие-то иностранные элементы
безопасности, в свою общую систему безопасности против Азербайджана. Но вы должны тоже понимать позицию Баку. Политический истеблишмент в нашей столице хочет закрыть Карабахскую главу, но вместе с Арменией тоже. Вот почему нам нужна помощь Армении в демонтаже Минской группы ОБСЕ? Да, потому что вместе мы хотим, чтобы армянская сторона тоже заявила желание, что уже Минская группа, она уже нерелевантна для нашего контекста. Или конституционный референдум в Армении. И чтобы мы завершили эту главу и двинулись вперед. Потому что мирное соглашение не должно быть только мирным соглашением Пашиняна. Армянский народ тоже должен высказать свое мнение, дать мандат. Это так видит Баку. Я разговаривал с высокопоставленным чиновником на днях, и это была неформальная встреча. Он тоже сказал, что несмотря на все заявления о том, что Азербайджан якобы затягивает переговорный процесс, это не так. Баку хочет подготовить прочную основу для мира в целом и заключить мирное соглашение и с армянским народом, а не только с правительством. И пару моментов насчет миссии Европейского Союза и других элементов безопасности. В Азербайджане нам очень сложно понять, как могут присутствовать, существовать различные, иногда даже негосударственные акторы на одной территории. Представим азербайджано-армянскую границу. На нашей стороне только пограничные войска стоят. На армянской стороне у вас есть пограничные войска официальные, потом есть военизированные группы и местное ополчение, миссия Европейского Союза и до недавнего времени российский пограничный патруль. Я не знаю, они все еще стоят там или... Да. Оцените, русских уже нет. Да. В прошлом году, в феврале, некоторые проармянские лобби на одной конференции в Нью-Йорке, они подняли вот вопрос, идею размещения американских войск тоже вдоль границ. То есть это называется уже, есть английский термин, «джибутизation». Поэтому честно говоря, нам это трудно вообще представить, как можно иметь столько акторов, потому что в феврале прошлого года, если помните, вот стрельба была на границе. Один из членов местного ополчения, кажется, Геркрапа, если не ошибаюсь, обстрелял азербайджанские позиции, ранил наших солдат, и поэтому нашей стороне пришлось открыть вот ответный огонь. Поэтому для нас вот присутствие этих акторов является вот дестабилизирующим фактором. Но я тоже понимаю позицию армянской стороны, которая видит вот миссию ЕС одним из элементов безопасности для Армении. Коллега Олег поднял очень интересную тему, и мне тоже было интересно послушать, как армянские эксперты в Ереване видят вот роль Турции. И если я не ошибаюсь, Аршалусь, у вас был один гость в прошлом году, в марте, из Польши, Войцех Бурецкий, который тоже заинтриговал меня и, наверное, многих других, заявляя, что Турция может быть самым лучшим гарантом безопасности для Армении. То есть не только... Но он аллегорично сказал, что если вы нормализуете отношения с Турцией, то угрозы со стороны Турции больше не будет. Вот в этом плане. То есть вот это интересная вот тема, интересная мысль. Поэтому уже мы тоже об этом здесь обсуждаем, потому что найти для нас Иран и Россия вот неприемлемые, скажем, акторы, но Турция очень даже релевантна. Поэтому мне всегда вот интересно слушать, как на Турцию смотрят в Ереване. Спасибо. Хорошо. Арек, вам слово по той части вопроса касательно того, что вот двусторонний трек сохранится, если не будет фактора Запада. Ну, я думаю, что сохранится, потому что двусторонний трек, он исходит в некоторой степени от интересов и Еревана, и Баку. И Ереван и Баку смогут его, скажем так, отстоять. Однозначно одно. Присутствие России в переговорном треке невыгодно ни Еревану, ни Баку.
И стороны в этом вопросе, я думаю, смогут показать достаточную мудрость, чтобы продолжить вот на двусторонней основе. Но с вашего разрешения еще два коммента я бы хотел добавить. Первое по Минской группе ОБСЕ. Руси, в общем-то, в Ереване не против распуска Минской группы ОБСЕ. Но единственное, что в Ереване делают аргумент на том, нужно подписать мирный договор, нужно исчерпать конфликт де юре, а потом сразу, пожалуйста, без проблем нужно идти заявлять, что вот мы между собой уже все решили, вы уже не нужны. То есть, причем про это премьер-министр уже несколько раз делал заявление, что вот Ереван не против, Ереван даже за, при наличии мирного договора между Ереваном и Баку. И последний момент. Я часто слышу этот аргумент из Азербайджана, что вот мы хотим подписать мирный договор не с Пашиняном, а с Арменией, с армянским народом. Я, с одной стороны, понимаю озабоченность Азербайджана. Вот могут прийти следующее поколение правительства, там все это вот вычеркнуть, избавиться от этого и так далее, и так далее. Но тут два аргумента. Первый. Это может произойти так или иначе. То есть даже если у нас там будет референдум на тему подписания мирного договора, и 80% населения скажет «да», через 10 лет может прийти другое правительство, значит, вплотную заняться этим вопросом, снова сделать референдум и отменить первый референдум. То есть теоретически вот эта обеспокоенность, она никуда никогда не пропадет, если действовать вот этим инструментарием. Второй момент. А как вообще тогда добиться мира? На мой взгляд, тут велосипед изобретать не нужно. Нужно смотреть, как это делалось в Европе. Французы с немцами подольше нас, а может быть еще и проливали друг другу кровь и портили друг другу кровь. Но в конце концов, как это было возможно преодолеть? Это возможно преодолеть только с помощью экономического взаимодействия, инфраструктурных проектов, интеграционных проектов и так далее, и так далее. То есть, когда люди начинают между собой торговать, люди начинают между собой работать, создаются какие-то взаимозависимости энергетические, индустриальные, торговые, инфраструктурные и так далее. Вот чем больше всего этого, тем меньше вероятности возникновения или вторичного возникновения, скажем так, конфликтной ситуации. И последний момент. Премьер-министр Армении является легитимным значит, руководителем страны. Выборы, которые прошли, неочередные парламентские, их никто, в общем-то, ни в Армении, ни в мире не оспаривает. У него есть большинство в парламенте. То есть поднимать вопрос того, что вот мы не хотим мирного договора с Пашиняном, Пашинян на сей момент и есть Армения. То есть Пашинян, он премьер-министр Армении, у него, как у политика, абсолютное большинство голосов, если сравнить его голоса со всеми остальными в политическом спектруме Армении, то есть у него одного больше голосов, чем у всех остальных вместе взятых. Да, это низкий процент, если сравнить там с Россией, с Азербайджаном или, я не знаю, с другими странами, но это все равно абсолютное большинство по сравнению со всеми остальными. И второй момент, он премьер-министр Армении. Не будет более, скажем так, как это сказать, более легитимного правительства в Армении, чем оно есть сейчас, и не будет более конструктивного правительства в Армении, чем оно есть сейчас. И сейчас упускать момент, говоря, что вот, ну, давайте подождем, увидим, что там будет в 2026 году во время выборов, я думаю, это очень большой риск, и это ненужный риск. Куй железо, пока оно горячо. Подписывать надо, пока есть такая возможность, на мой взгляд. Русив, если у вас есть, вам еще что добавить, прошу вас. Нет, просто Олег, он вот рассказал про как могут отношения между Азербайджаном и Арменией развиваться в будущем. В этом плане у меня есть вот такая мысль, что мы должны иметь региональный формат. Особенно если мы говорим о геополитической нестабильности и неопределенности в международной системе. Поэтому надо подумать, как мы можем поступить в нашем регионе, да, как мы можем объединить все страны Южного Кавказа. Да, существует платформа 3+3, которая де-факто является 2+3. Возможно, Грузия в какой-то момент рассмотрит возможность присоединения
к этой платформе, но независимо от того, останется ли 3+3 актуальной или нет, Баку, Еревану и Тбилиси следует подумать о созыве трехсторонней конференции Южного Кавказа для обсуждения неотложных вопросов, в том числе вопросов безопасности. Мы можем по-прежнему не быть друзьями, враждовать. Однако это не должно помешать нам вот организовать такой региональный формат. В конце концов, просто можно посмотреть на соседний регион, где развивают региональную идентичность и проводят ежегодные саммиты лидеров стран. Это Центральная Азия. Несмотря на все внутренние разногласия, несмотря даже на конфликт, вспомним приграничные столкновения между Кыргызстаном и Таджикистаном. Да. То есть South Caucasus Trio, Южнокавказское трио, вот такой региональный формат помогло бы укрепить устойчивость. На английском есть хороший термин resilience, называется. Южного Кавказа как единого региона перед лицом вот перед лицом трансформации всей международной системы. Мы должны просто быть готовы. Все новое в этом плане хорошо забытое старое. Ровно примерно 100 лет назад тоже международная обстановка менялась, и эти страны в какой-то промежуток времени находились в одном объединении, в Южно-Кавказском Сейме, если я не ошибаюсь. Да? Но это имело очень небольшую в этом плане промежуток времени, и мы знаем, чем это все закончилось. Хорошо. Ну, я бы хотел отметить, что тогда это было результатом не суверенного решения этих трех стран. Я знаю, вы историк, сейчас можете рассказать про все. Я очень коротко. Да. Этот пример, он очень часто приводится, что вот это кончилось плачевно и так далее, и так далее. Но тогда это были действия, это были конструкты, которые не создавались этими тремя акторами. Они просто видели эти действия, эти интеграционные процессы как данность. И то есть не исходили изнутри, этих государств. Именно. Но я, в общем-то, совершенно согласен с Русифом насчет вот этих интеграционных идей, но для этого нужно хотя бы иметь дипломатические отношения между нами, как минимум. Хорошо, спасибо вам, господа, за интересную дискуссию, за интересный диалог. И я напомню, что в эфире Сивильнет была программа «Линия соприкосновения. Актуальная тема», в которой приняли участие Арек Кочинян и Русиф Кусейнов. Еще раз напомню, что программа подготовлена при взаимодействии с Ереванским и Бакинским пресс-клубами. Спасибо вам большое. До новых встреч.